Официальная история любит говорить, что уверенный контроль огня появился сравнительно поздно, но археология все чаще подталкивает эту удобную схему к пересмотру. В центре нового спора оказался не мифический континент и не потерянная цивилизация, а обычный на вид участок в Англии. Именно там исследователи увидели набор следов, который слишком трудно объяснить случайным пожаром. Если их вывод выдержит давление критики, историю раннего человека придется двигать назад, не на несколько поколений и даже не на пару тысячелетий. Речь идет о сотнях тысяч лет. А это уже не поправка в сноске, а удар по всей привычной лестнице человеческих навыков. Потому что огонь – это не просто удобство. Огонь меняет тело, еду, ночное время, безопасность и саму логику выживания. Когда человек умеет не просто пользоваться пламенем, а получать его по необходимости, мир вокруг него становится другим. Именно поэтому история древнего огня так болезненно влияет на большую историю человека. Новая волна спора крутится вокруг стоянки Барнхэм в Саффолке. Сейчас это тихий участок ландшафта, но 400 тысяч лет назад там разворачивалась совсем другая сцена. Исследователи изучают этот район давно, но именно свежий анализ заставил по-новому посмотреть на материал. В центре внимания оказались прокаленная глина, измененный огнем кремень и фрагменты пирита. По отдельности такие следы еще можно спорно трактовать, но вместе они образуют слишком плотную комбинацию. И эта комбинация звучит как технология, а не как случайность. Ключевой вопрос тут очень простой. Люди нашли уже готовый природный огонь или сами умели его добывать? Для массовой аудитории разница кажется небольшой. Для археологии это граница между двумя совершенно разными уровнями поведения. Пользоваться пожаром после удара молнии – одно, сознательно добывать искру и контролировать пламя – совсем другое. Во втором случае появляется навык, который можно передавать, появляется практика, которую можно повторять. Появляется предсказуемость, а вместе с ней – новая устойчивость жизни. Поэтому на самом деле спор идет не о костре, спор идет о том, когда человек перестал зависеть от случайного огня природы. На Барнхэме исследователи говорят о прямых признаках именно контролируемого огня. И главная причина шума в том, что возраст этого горизонта оценивают примерно в 400 тысяч лет. Если формулировка удержится, привычная шкала ранних технологий начнет выглядеть намного скромнее. Ведь долгое время многие учебные схемы отодвигали уверенное разведение огня ближе к гораздо более поздним эпохам. Да, были старые споры о ранних эпизодах, да, существовали намеки на очень древние следы обжига, но именно надежных, прямых и осторожно аргументированных примеров было мало. Барнхэм заходит в эту дискуссию как крайне неудобный свидетель. Он не выглядит грандиозно, он не украшен монументальной архитектурой, он просто дает следы, которые трудно заглушить красивой теорией. Одна из самых важных деталей – пирит. Для человека 21 века это звучит слишком технично. Для палеолитической археологии это слово почти электрическое. Пирит способен давать искру при ударе, поэтому его присутствие в нужном контексте резко меняет разговор. Сразу возникает вопрос, не пользовались ли древние люди технологией искрового воспламенения. Это еще не окончательный приговор, но это очень сильный намек, особенно если рядом лежат следы локального нагрева и обожженного материала. Именно здесь история становится по-настоящему интересной. Не потому, что кто-то нашел один черный камень, а потому, что несколько разных линий указывают в одну сторону. Глина на Барнхэме выглядит прокаленной, кремень показывает термическое изменение. Пирит появляется не как случайная геологическая мелочь, а как часть археологического контекста. Вместе это уже не похоже на одинокую аномалию. Это начинает напоминать ситуацию, где огонь был встроен в поведение группы. Археология редко любит громкие слова без уточнений, поэтому важно понимать, как именно ученые отличают случайный пожар от контролируемого. Они не смотрят на один признак и не бегут делать сенсацию. Они собирают пакет аргументов. Нужна стратиграфия, нужен локальный термический след, нужен культурный контекст. Нужна связка с орудиями и поверхностями, где люди действительно действовали. Нужна повторяемость логики, а не просто обожженное пятно. Только после этого можно осторожно говорить о контроле. В случае Барнхэма именно комбинация стала главным аргументом. Один из фоновых, но очень важных пунктов, что именно считать официальной историей. Обычно это не буквальная ложь, а застывшая учебная версия. Сначала в науке появляются новые данные. Потом специалисты спорят между собой. Потом часть выводов осторожно входит в статьи и обзоры. И только в самом конце школьная картинка перестраивается. Пока она не перестроилась, массовому зрителю кажется, что ученые будто бы скрывают правду. На деле картина проще и неприятнее.
Старые модели просто обновляются слишком медленно. История раннего огня – идеальный пример такой инерции. Удобная версия живет дольше, чем ей позволяют новые раскопы. Поэтому фраза «официальная история снова солгала» — это скорее эмоциональная оболочка. Более точная формулировка звучит иначе. Старая схема снова не успевает за новой фактурой. Но эффект для зрителя почти тот же. Оказывается, человек мог быть технологически взрослее намного раньше. И это ломает не только одну дату. Это ломает весь темп развития, который многие привыкли считать естественным. Новая история огня не начинается и не заканчивается Барнхэмом. У нее есть сильный фон. Один из важнейших ориентиров — Beaches Pit в Англии. Эта площадка давно известна как серьезный кандидат на очень ранний контролируемый огонь. Ее часто датируют примерно 415 тысячами лет назад. Именно там нашли выраженные следы древних очагов. Для современной дискуссии это крайне важная точка опоры. Потому что она показывает, Британия уже и раньше участвовала в споре о раннем пламени. Барнхэм в этом смысле не падает с неба. Он встраивается в линию, которая давно зрела, но не получала достаточно твердой формы. Если Beaches Pit говорил о раннем огне уверенно, то Барнхэм добавляет новую остроту вопросу о firemaking, то есть о самом умении добывать огонь. Именно тут начинается действительно болезненный пересмотр. Другой важный фон дает Chasm Cave в Израиле. Там исследователи говорят уже не просто о присутствии огня, а о его регулярном использовании. Особая сила Chasm не в одной эффектной находке. Ее сила в повторяемости. Очаги там выглядят не как случайный эпизод. Они включены в саму ткань повседневности. Вокруг них считывается переработка добычи и организация пространства. Это уже почти другой уровень разговора. Не случился ли здесь когда-то огонь, а был ли он центром рутинной жизни? Chasm обычно относят к интервалу примерно от 300 до 400 тысяч лет назад. Именно поэтому он так важен для сопоставления с Барнхэмом. Один объект усиливает другой. Вместе они делают старую позднюю датировку уверенного контроля огня все менее устойчивой. Есть еще Шеннинган в Германии. Его чаще вспоминают из-за сложного поведения людей среднего плейстоцена в целом. Но в этой истории он важен как часть более широкой картины. Он напоминает, что от 300 до 400 тысяч лет назад люди уже явно не были беспомощными существами на границе выживания. Они умели охотиться, координироваться и работать с ландшафтом сложнее, чем долго показывали упрощенные схемы. Поэтому ранний огонь не висит в пустоте. Он ложится в мир, где и другие признаки зрелого поведения начинают проступать все ярче. История становится цельнее. Если ты видишь сложную охоту, устойчивое использование пространства и, возможно, раннее разведение огня, старая картина рассыпается сама. Чем больше таких точек собирается в один горизонт, тем труднее удерживать позднюю версию. Но почему вообще так трудно доказать древний огонь? Потому что огонь беспощаден к собственным следам. Он меняет материал, но сам не оставляет удобную подпись. Через сотни тысяч лет археолог видит не костер как таковой, он видит последствия, измененный минерал, нагретую поверхность, золу, которую еще нужно отличить от множества других следов. Иногда достаточно одной ошибки в слое, и вся красивая история рассыпается. Вот почему серьезные команды говорят медленно и осторожно. Именно поэтому наука так раздражает публику своей неторопливостью. Но без этой неторопливости вся тема мгновенно скатилась бы в фальшь. Есть еще одна тонкая граница, которую постоянно путают в популярных роликах. Раннее использование огня и регулярное разведение огня не одно и то же. Человек мог подбирать пламя после природного пожара задолго до того, как научился делать его сам. И этот промежуток между использованием и воспроизведением может быть очень большим. Поэтому одна часть археологических споров касается самого раннего знакомства с огнем, а другая – момента, когда пламя стало предсказуемой технологией. Вот почему некоторые очень древние заявления звучат соблазнительно, но не убеждают профессионалов. Они могут указывать на след пожара, они могут даже фиксировать присутствие людей рядом, но они не дают уверенного перехода к контролю. Барнхэм важен именно тем, что двигает разговор в сторону этого контроля, а это совсем другой уровень исторической ставки. Когда люди начинают получать пламя по запросу, меняется практически все. Во-первых, меняется еда. Термическая обработка снижает риск, расширяет рацион и уменьшает нагрузку на жевание и пищеварение.
Во-вторых, меняется ночное время. Костер продлевает активную часть суток. Вокруг него возникает новый тип общения. Появляется пространство для обучения, передачи навыков и более долгого социального контакта. В-третьих, меняется безопасность. Огонь отпугивает хищников. Он делает часть ландшафта психологически иной. Даже один устойчивый очаг вокруг стоянки уже перестраивает поведение группы. Именно поэтому спор о раннем огне напрямую касается и эволюции общения. Костер — это не только тепло, это сцена совместной жизни. Для Северной Европы ранний огонь особенно важен еще и по климатическим причинам. Если люди уверенно контролировали пламя 400 тысяч лет назад, это иначе освещает их способность жить в холодной среде. Тогда устойчивое присутствие в более суровых районах становится гораздо понятнее. Без огня такая жизнь выглядела бы намного рискованнее. С огнем она приобретает совсем другой уровень устойчивости. Появляется возможность переживать ночь иначе. Появляется запас прочности в периоды холода. Появляется технология, которая работает как универсальный усилитель поведения. Она помогает телу, быту и социальной организации одновременно. Поэтому ранний контроль огня влияет не на одну мелкую главу эволюции. Он перетягивает за собой всю конструкцию человеческой адаптации. Именно здесь огонь перестает быть просто природным явлением и становится фактором истории. Еще одна причина ожесточения спора – антропологический контекст. Кто именно контролировал этот ранний огонь? Речь может идти о ранних неандертальцах. В других случаях обсуждаются более древние популяции среднего плейстоцена. Это важно не только ради названия вида, от ответа зависит, какую когнитивную и культурную зрелость мы приписываем этим людям. Если они уже умели надежно получать пламя, значит их повседневное поведение было намного сложнее, чем долго предполагалось. Это касается памяти, обучения, последовательности действий и координации внутри группы. Нужно не просто случайно ударить один камень о другой. Нужно понимать процесс. Нужно уметь повторить его в нужный момент. Нужно передавать этот навык без письменности и без внешней инструкции. Вот почему история огня всегда быстро превращается в историю мозга и культуры. Есть и более тихий, но не менее важный слой этой темы. Речь идет о научных методах. Сегодня древний огонь все чаще проверяют не только на глаз и не только по крупным находкам. В дело входят микроморфология и геохимия. Исследователи смотрят на изменения минералов под микроскопом. Они ищут микроскопические сигналы термического воздействия. Они сопоставляют контекст слоя, состав осадка и распределение артефактов. Именно так археология уходит от красивых догадок к проверяемым моделям. Чем тоньше инструменты анализа, тем меньше шансов у случайной сенсации. Но и тем больше шансов у неудобной правды. Потому что современная лаборатория умеет вытаскивать смысл из материала, который раньше считался слишком слабым. В этом смысле новые истории про огонь — это не только история древних людей, это еще и история взросления самой археологии. И, наконец, остается большой вопрос о том, что мы все еще не понимаем. Даже если Барнхэм действительно фиксирует контролируемый огонь около 400 тысяч лет назад, это не значит, что после этого все сразу стало ясно. Нужно понять, насколько регулярной была практика. Нужно выяснить, была ли она локальной или уже широко распространенной. Нужно отделить редкий технологический прорыв от устойчивой повседневной нормы. Нужно увидеть, как эта способность вела себя в разных климатах и у разных групп людей. Возможно, кто-то научился контролировать пламя раньше других. Возможно, знание появлялось и терялось. Возможно, некоторые общины пользовались огнем уверенно, а другие еще долго зависели от природного пожара. История могла быть рваной, а не линейной. И именно это делает тему такой живой. Огонь в доистории не прямая линия, а поле напряжения между находками, сомнениями и новыми методами. Так что главный итог звучит так. История про 400 тысяч лет назад — это не еще один кликбейт о том, что все было не так. Это гораздо интереснее. Это момент, когда несколько реальных археологических площадок начинают теснить слишком удобную картину прошлого. Барнхэм, Бичеспит, Кэссем и другие точки складываются в более зрелый образ древнего человека. Не всемогущего гения из фантастики и не беспомощного дикаря из старого учебника, а существа, которое освоило ключевую технологию раньше, чем многим казалось допустимым. Поэтому спор об огне так важен.
Он возвращает нас к самому основанию вопроса о том, когда человек стал по-настоящему человеком. И, возможно, ответ оказался гораздо старше, чем официальная история готова была признать. Но здесь важно не перепутать сенсацию с смыслом. Смысл этой находки не в том, чтобы эффектно обвинить учебники во лжи. Смысл в том, что сама наука умеет исправлять себя, когда появляется более сильное доказательство. И в истории огня это особенно заметно. Слишком долго раннего человека рисовали существом, которое вечно опаздывало почти ко всем большим открытиям. Сначала будто бы не умел планировать, потом будто бы не умел организовывать пространство, потом будто бы слишком поздно освоил огонь. Но каждая новая, хорошо изученная стоянка делает этот старый портрет все менее убедительным. Перед нами постепенно появляется другой образ. Группа людей, которые наблюдали природу внимательно, которые знали свойства камня, дерева, трута и минералов, которые могли вернуться в удачное место, развести пламя и устроить вокруг него жизнь. Не идеальную, не современную, но уже удивительно собранную. Поэтому история про 400 тысяч лет назад цепляет так сильно. Она говорит не только об огне. Она говорит о памяти, навыке и передаче знания. О том моменте, когда человек перестал просто ждать удобного случая и начал сам создавать условия для собственного выживания. Возможно, именно в этом свете маленькие следы из Барнхэма становятся одной из самых важных археологических историй последних лет.